Знаменитости 8 марта исполняется 35 лет. Отмечать юбилей Ксения улетит из хмурой Москвы в Италию. Рядом с ней в этот день будут самые близкие. Каждое утро благодарю Бога, что у меня есть две чудесные дочки, любящий муж, друзья и работа, которая дает возможность самореализоваться, говорит Бородина Стархиту. Хочу быть живчиком. Уже знаешь, что Курбан подарит на день рождения? Почти, ведь последние недели делала всяческие намеки. Я привередливая, поэтому предпочитаю получать в подарок что-то ожидаемое. Многие любят сюрпризы, но у меня такой вкус, не угодишь. Конечно, Курбан знает, какие цветы и духи я предпочитаю. Но по поводу более крупных покупок лучше договариваться, ведь жалко, если подаренная дорогая вещь не принесла радости и лежит без дела. Многие женщины после 30 лет стесняются возраста, скрывают его. А как у тебя? Спокойно отношусь к цифрам. Мне нравится моя внешность. Считаю, в 22 выглядела хуже, нервничала из-за мелочей, разочаровывалась в людях. А сегодня с радостью принимаю тело, лицо и, прежде всего, мозги. В 35 ты уже мудрая, реже оступаешься и проще ко всему относишься. Жизнь становится спокойнее, если бы можно было вернуть время вспять, чтобы ты исправила. Знаешь, ничего. Все, что было неправильного, считаю опытом, который помог в дальнейшем не совершать ошибок. А какой видишь себя через 20 лет? Чуть более сварливой, чем сегодня. А если серьезно, надеюсь, останусь такой же, готовая на все. Как бы ни молодилась, возраст есть возраст, он отнимает силы, с годами тебе сложнее решиться на что-то. Но я смотрю на бабушку, которой 81, и маму, они такие живчики. Хочу так же. Мне грязь не нужна, в июле будет 3 года, как вы с Курбаном поженились. Спустя именно этот срок многие пары расстаются, быт достал, чувства угасли. Надеюсь, что данное утверждение – лишь стереотип, я подобного не ощущаю. Безусловно, никто не застрахован от аварий в семейной жизни, но хочу верить, что у нас все будет хорошо, ради чего оба готовы потрудиться. За 3 года мы притерлись, изучили друг друга, сблизились, в том числе благодаря Тионе. Дочь приумножила нашу любовь и сделала ее крепче. В начале отношений все держалось на страсти, эмоциях, а сейчас чуть-чуть потише. Хотя, конечно, Широчкой с Маширочкой не стали, не сидим друг возле друга 24 часа в сутки, заглядывая в рот. Муж до сих пор способен удивлять, ему не нужно повода, чтобы пригласить в ресторан, подарить поездку в Рим, неожиданно приехать за мной на работу. Для меня важна забота Курбана, которая проявляется и в прогретой с утра машине, и в контроле, не закончился ли бензин, и в вопросах,
Пообедала ли я? Счастье ведь именно в таких мелочах. Муж часто дает поводы для ревности. Я собственница, в меньшей степени, чем раньше, но все равно. Да и супруг, к счастью, редко заставляет нервничать. Встречаются такие индивиды, сидят в ресторане со спутницей и пялятся на других женщин, нередко на себе ловлю подобные взгляды. Курбан такого не позволяет. И для меня другие мужчины – табу. Бывает, не хватает внимания супруга, и я злюсь, капризничаю. Но мне не придет в голову пойти и поискать другого человека. Я верная, и подобная грязь не нужна. Но все же не может быть идеально, как в кино. Конечно, бывает, ругаемся, мы же живые люди. Но, опять же, благодаря тебе стали меньше ссориться. Когда-то могли поскандалить и не разговаривать аж 2 недели, теперь максимум до вечера, ведь малышке нельзя видеть, как родители дуются друг на друга. Что бы ни случилось за день, ложась ночью в кровать, обязательно миримся. Из-за ремонта, который недавно закончили, тоже конфликтовали. Но, к счастью, редко. Курбан не из тех мужчин, которые начинают командовать, мол, я плачу, значит, сам буду выбирать, какой паркет класть. Из-за подобного люди даже разводятся. Мы же смогли прийти к компромиссу и оформили дом так, как нравится обоим, хотя и повоевали чуть-чуть, каждый за свои интересы. Курбан дает тебе советы по ведению бизнеса. Безусловно, к его мнению всегда прислушиваюсь. Муж тонко чувствует людей, в отличие от меня. Иногда могу дать себя обмануть, а он – нет. Чтобы никогда не простила. Такие вещи нельзя вслух произносить. Верю, что тем самым отправляю посыл в космос. Мы раньше ругались, терроризируя друг друга наперед. Вот если ты сделаешь что-то, знай, я от тебя уйду. А потом поняли, это глупо, надо решать проблемы по мере их поступления. За вашими отношениями в соцсетях следят больше 12 миллионов человек. Несложно быть постоянно на виду. Тяжело от одного, люди, не зная ни меня, ни Курбана, делают выводы, как мы живем, как распределяем обязанности по дому, кто сколько зарабатывает. Такое огорчает. В остальном никаких сложностей. Недавно произошла показательная ситуация. Знакомая общалась с подругой, пиарщицей, которая говорит, мол, дай совет Бородиной, как привлечь внимание, минус пусть разведется или пустит утку, что Курбан ее испил. Приятельница передала эти слова, я посмеялась. Но на самом деле меня подобные вещи расстраивают, людям нужны интриги, разборки, а тихое счастье менее интересно. Да, я веду достаточно скандальную программу, но делать шоу из своей жизни не готова. К счастью, есть поклонники, которые любят меня и не побитой разведенкой. Не хотелось бы снова прочувствовать те сложные моменты, что были у нас с Курбаном.
не готова выпрыгивать из трусов и очернять семью, лишь бы на меня подписывались и больше предлагали денег за рекламные посты. Никакие миллионы фолловеров этого не стоят. Я однажды уже совершила ошибку, показав аудитории эмоции, за что сильно поплатилась. Люди до сих пор припоминают ситуацию 2-летней давности, когда мы чуть не развелись. Выкладывая в сеть фото себя и детей, не боишься сглаза? Я человек не суеверный, но заметила такое правило: как только выставишь в Инстаграме совместное фото с мужем, тут же ссоримся. Не знаю, в чем дело, в зависти ли, в сглазе. Поэтому стараюсь как можно реже делиться личным. В отличие от многих звезд, ты отвечаешь на комментарии к своим постам, споришь с подписчиками. Зачем? Я за общение с людьми, иначе какой тогда смысл вообще вести блог? Знаю, большинство знаменитостей даже не читают, что им пишут фолловеры, занимаются исключительно самолюбованием, повесили фото и на этом все. А мне интересно, что думает народ, и, если я не согласна с его точкой зрения, готова вступить в диалог. В моем инстаграме, как в любой семье, есть и похвалы, и ссоры. Такая веселая у нас жизнь. Оберегаю дочек от публичности. Раньше в интервью Стархиту Курбан признавался, что рождение дочери сделало его тряпочкой, а ты, наоборот, более строгий родитель. Не поменялись ролями. На самом деле Тея, безусловно, имеет власть и надо мной. Мало ей запрещаю. Надеюсь, она не прочитает это интервью и не поймет, что из мамы можно вить веревки. Но при ее сильном характере Теона добрая девочка, и с ней легко договориться, не упертая, хоть и козерог. Не закатывает истерики с криками «купи», «дай». Конечно, иногда может пошалить. Например, не любит убирать за собой игрушки, за это, хоть и редко, однако отправляется в угол, смиренно опустив голову. Правда, долго там не стоит, в первые же минуты просит прощения. Иногда могу отчитать за жадность, если, например, не дает сестре игрушку. Маруся еще не определилась, кем станет, когда вырастет. Нет, хотя недавно изъявила желание заняться танцами помимо художественной гимнастики. Не знаю, как она будет успевать, но не хочу ее ограничивать. Обещает, что справится. В школе ее, наверное, одолевают просьбами принести мамин автограф. Да нет, с ней учится много детей-знаменитостей, для них такое не в диковинку. И меня это радует, хочу как можно дольше беречь Мару от своей публичности. Не люблю, например, когда с ней фотографируются. Стараюсь оградить дочерей от статуса «дети звезды». Из-за этого не работаю по выходным, отказалась от гастролей. Мне жаль отпрысков публичных людей, которые не видят родителей из-за их круглосуточной занятости. Недавно встретила артистку, известную трудоголизмом, с ней была дочка.
У малышки были такие грустные глаза, у меня аж сердце жалось. Не хочу подобного для своих девочек. Карьера, бизнес и успех – это все, конечно, замечательно, но семья для меня всегда была и будет на первом месте. Что бы ни случилось,